Здравствуйте, дорогие студенты! Сегодня мы продолжаем с вами изучать русский алфавит, курсив. И сегодня мы с вами посмотрим одну из самых сложных, по мнению иностранцев, букв в курсиве. Несмотря на всю легкость, буква О остается самой сложной для иностранцев. Почему? Потому что соединение О и другой буквы обычно вызывает очень много споров. На самом деле все очень просто. Давайте посмотрим. Итак, мы с вами начинаем писать букву О. Конечно же, вы помните, что мы начинаем ее писать приблизительно чуть выше середины строки. Да? И мы делаем овал. Затем мы делаем полукруг, обводя эту букву, и делаем маленькую петлю. Зачем? Буквы, которые начинаются снизу и имеют маленький крюк, например, ОЛ, да, они будут писаться снизу, вот с таким маленьким крючком. Еще раз. Раз. И так далее. Поехали. Вот так. Да, смотрится очень странно, что мы много раз обводим букву О, но, к сожалению, при соединении внизу нам это необходимо сделать. Я думаю, что это дело только практики, вам просто нужно вовремя уметь остановиться. Я думаю, это несложно. Итак, вторая часть, второй вариант, как можно букву О соединить с другими буквами. Например, рассмотрено вот здесь. Мы с вами также делаем маленькую букву О, доходим до начала и делаем маленькое соединение. Многие иностранцы, в частности мои студенты, они пишут букву О вот так. В этом ничего страшного нет, просто согласитесь, эстетически выглядит буква О красивее вот так, верно? Итак, еще раз. Раз, два. Раз, два. Это соединение буквы О нам нужно с такими буквами, которые начинаются писать сверху. Например, сочетание О, и, например, А, которое мы выучили с вами на предыдущем уроке. Итак, О, мы делаем маленький крюк и уходим в А. Я вам показываю, как это писать чуть-чуть быстрее. О, А. О, А. Еще раз. О, А. На самом деле очень многие задают вопрос, почему нельзя соединить букву А вот с таким соединением. Почему нельзя? Можно, да, это будет, давайте я вам вот здесь покажу. О, А. И на самом деле лично мое написание обычно всегда идет вот так, потому что мне очень тяжело думать, когда я быстро пишу, так как сама была студенткой, я пишу очень быстро, поэтому изначально вырабатывайте свою привычку правильно, вот так писать. Но никто вам ничего не скажет, если вы будете продолжать писать это вот так. Но имейте в виду, что есть два типа соединения буквы О и других букв. Также обратите внимание, большая буква О всегда, абсолютно всегда соединяется снизу. Почему? Потому что вы помните, мы начинаем писать вот здесь, но маленьких букв, которые начинаются за строкой, предназначенной для маленьких букв, ее нет. Таких букв нет. Правильно? Поэтому абсолютно все мы начинаем снизу, на L, например, или же А, как вот здесь, да, то есть мы начинаем сверху и уходим в А. Надеюсь, это видео вам было сегодня полезно. Увидимся с вами на следующем уроке. Пока-пока!